Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня мы опять займемся утилизацией мусора и сделаем новогодние поделки из лотков для яиц в современном эко-стиле. Уверена, результат вас порадует и удивит, потому что в итоге вы получите очень красивый и оригинальный декор. Ну что, приступим! Для работы нам понадобятся яичные лотки. Убираем этикетки и отрезаем крышку. Из крышек я делаю подвески панно и елочные игрушки. Ссылка на мастер-класс в подсказке и в описании под этим видео. Отрезаем бортик и вырезаем из оставшейся части картонные конусы, находящиеся в центре. Пока займемся именно ими. Отделяем все конусы друг от друга и разрезаем каждый из них на 4 части. Каждую часть вырезаем в форме перышка. Из одного лотка получается 16 заготовок. Конечно, лучше сразу запастись 10, 20, а то и даже 30 лотками, чтобы подготовить материал на несколько поделок. Теперь займемся боковой частью лотка. Отделяем все выпуклые ячейки друг от друга. Их получится 10 штук. И каждую ячейку делим пополам. Мне попался лоток, у которого уже были разделители по центру, но это не принципиально. Угловые ячейки делим на 3 части, так как они больше центральных. Теперь из каждой ячейки вырезаем заготовку в виде лепесточка. Всего у нас получится 24 заготовки. Также можно разрезать и отрезанный ранее бортик. Из таких заготовок можно собрать розы. Ссылка на мастер-класс в подсказке и в описании. Но сегодня мы будем делать из них шишки. Оставшиеся обрезки я измельчаю и храню в пакете. Из них я делаю массу папье-маше. Ссылку на рецепт вы найдете в описании под этим видео. Также нам понадобятся пластиковые одноразовые фужеры. Видела их во многих магазинах, но если вы вдруг их не найдете, то можно свернуть конус из плотного картона. Хотя фужеры будут все-таки прочнее и работать с ними будет удобнее. Из палочек для суши или деревянных шпажек делаем будущей елочке ствол. Из картона или пенопласта, у меня это самые дешевые потолочные плитки, вырезаем донышко для фужера и собираем всю конструкцию воедино, склеивая все детали полимерным клеем. В итоге у нас получится заготовка елочки на ножке, и ее высоту можно регулировать длиной деревянных шпажек. Я сделала 3 елочки разные по высоте и использовала в работе 2 вида фужеров. Теперь из джутового шпагата сплетем косички. Кстати, их можно не только плести вручную, но и связать крючком. Можно и не плести косички вовсе, а использовать просто джутовую нить. Но так, на мой взгляд, результат будет менее выразительным.
помощью термопистолета оклеиваем джутовыми косичками подставку, ствол и нижнюю часть фужера. Если вы так же, как и я, закрывали нижнюю часть пенопластом, то с термопистолетом работайте аккуратно и сильно его не разогревайте, иначе горячий клей может расплавить пенопласт. После того, как нижняя часть елочки будет задекорирована, можно переходить к созданию кроны. Берем заготовки в виде перьев и ряд за рядом начинаем приклеивать их к основе с помощью термопистолета. Ряды перьев располагаем в шахматном порядке, чтобы пластиковая основа не просвечивалась, а крона получалась густой и пышной. Оклеиваем перышками всю заготовку до самого верха, а верхние перышки укорачиваем по длине, чтобы макушка получилась аккуратной. Из разных по форме и объему фужеров получаются разные елочки. Из фужеров для шампанского высокие и стройные красавицы, а из фужеров для мартини очаровательные пышечки. Кстати, макушки елкам можно сделать не только классические, но и вот такие вот оригинальные в шапочках. Я все елки украсила шапочками, так как классический вид мне показался немного неопрятным. Для такого вида макушки нужно оклеить елку перышками до самого верха, а самую верхнюю часть задекорировать шпагатной косичкой, формируя из нее шапочку. И обратите внимание, что я оставляю часть косички и не обрезаю ее. В нее в дальнейшем я заверну стеклянный шарик. А пока раскрасим елочки акриловой краской в зеленый цвет. Раскрашивать такие поделки удобнее плоской синтетической кистью средней жесткости. И сразу оговорюсь, что раскрашенные елки более прочные, их можно протирать влажной салфеткой от пыли и, соответственно, они более долговечные. Хотя и неокрашенные елки при бережном отношении прослужат вам не один год. Спонжем белой акриловой краской тонируем кончики, имитируя заснеженные ветки. Если у вас нет специальной кисти спонжа, можно воспользоваться обычной губкой для мытья посуды. Как я уже и сказала ранее, заворачиваем в оставшуюся косичку стеклянный шарик. Шарик у меня из Fix Price, и, по-моему, это декор для аквариума или для комнатных цветов. Также для декора я использовала кружево молочного цвета, украсила им шапочку и подставку. Из фетра вырезаем кружочек и наклеиваем его на нижнюю часть подставки, чтобы елочка не скользила и не царапала поверхность, на которой будет стоять. Из глянцевого акрилового лака и стеклянного гранулята
можно сделать хрустальную пасту для декора зимних поделок. Просто смешиваем эти два компонента и наносим смесь на поделку палочкой или кистью. Стеклянный гранулят можно купить в магазинах для творчества, и чаще всего его используют для наполнения игрушек. Ну а на моем канале уже было видео с его использованием, и я показывала, как самостоятельно можно сделать заснеженные ягодки для декора. Ссылка в подсказке и в описании. В завершении макушки я украсила покупными ягодками. Такие ягодки можно сделать и самостоятельно, из обычных бусин и проволоки. Наши елочки готовы. Я очень довольна результатом. На мой взгляд, елочки получились просто волшебные. Стеклянные элементы создают эффект льдинок, а джутовые детали добавляют тепла и уюта. Они одинаково хорошо будут смотреться как на полке, так и на подоконнике, и даже на праздничном столе. Ну а теперь займемся шишками. Среди заготовок в виде лепестков выбираем две самые маленькие и с помощью термопистолета склеиваем их друг с другом выпуклой стороной наружу. Следующие две чешуйки приклеиваем с левого и правого бока. Дальше две чуть выше первых двух. Снова две по бокам. Следующий ряд чуть выше предыдущего. И так ряд за рядом, пока не сформируется шишка нужной величины. На одну шишку мне понадобилось от 32 до 36 чешуек, то есть примерно 1,5 яичных лотка. А на одну елку уходит примерно 10-12 лотков. После того, как шишки будут собраны, их необходимо раскрасить. Я использовала два оттенка коричневой акриловой краски. Более темный цвет я сделала основным, а красно-коричневым добавила объема всем выпуклым частям. Спонжем белой акриловой краской выделяем края всех чешуек, создавая эффект заснеженности. В завершении я смешала глянцевый акриловый лак с блестками и прокрасила этой смесью края всех чешуек. С елочками, кстати говоря, я проделала все то же самое. После высыхания лака блестки сверкают и не осыпаются. Такие шишки уже можно использовать в декорировании. Например, можно украсить ими новогодний венок, но я решила сделать из них елочные украшения. В
В прошлом году я купила в фикс-прайсе елку и разобрала ее на веточки. Именно их я сейчас и использую. Формирую из одной веточки еловую лапку, завязываю веревочку для подвеса и с помощью термопистолета приклеиваю к веточке шишку. Украшаю ягодками. Спонжем белой краской немного тонирую веточку, добавляю блестки и оставляю на просушку. Наши шишки готовы. Ими можно украсить не только новогоднюю елку, но и, например, кольца для салфеток на праздничный стол. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось, и вы нашли в нем для себя что-то нужное, полезное и интересное. И если это так, буду очень благодарна за лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал и делиться этим видео с друзьями. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем отличного настроения и творческих побед! До скорой встречи. Пока-пока.